Всем привет, мои дорогие девочки и мальчики! Спасибо, что вы со мной и смотрите это видео. И сегодня мы с вами опять поговорим о том, чем же пахнут наши звезды, какие ароматы они выбирают. И сегодняшний выпуск, в частности, о женщинах, которые занимаются юмором. То есть они не только красивые, умные, но они еще креативные, они очень успешные и, конечно же, с хорошим чувством юмора. И начнем сегодняшний выпуск с яркой, очень сексуальной, прекрасной Катерины Варнавы. Екатерина нам известна как участница КВН, как ведущая, ну и, конечно же, как звезда шоу Comedy Woman. Из интервью Екатерины мне она показалась очень интересной девушкой, очень тонкой, умной, где-то местами ранимой. И я действительно считаю, что она очень красивая и очень яркая. На мой вкус, к сожалению, в последние несколько месяцев Екатерина перестаралась с диетами, но это всего лишь мое мнение. По признанию самой Екатерины, ее любимым ароматом является Infusion Dammat от Prada. Если вам нравятся в парфюмерии ноты миндаля, такие кремовые, уходовые ноты, то этот аромат также вполне возможно вам понравится. Мне он кажется каким-то очень уютным, спокойным, располагающим к себе, элегантно спокойным, действительно красивый, нежный и женственный. И здесь ноты миндаля, гелиотропа, мускуса, а также бобы тонка и анис. Аромат, который как будто бы расслабляет, укутывает вас. В нем есть какая-то нега, в нем есть свое особенное, такое спокойное, немного, возможно, медитативное такое настроение. Он прекрасен, прекрасный выбор, прекрасной Екатерины Варнавы. Одним из относительно новых лиц женского комеди-шоу-бизнеса является Олеся Иванченко. Олеся сейчас на пике популярности. Мне кажется, многие уже знают эту девушку. И она, мне кажется, не просто очень красивой и яркой. Действительно, Олеся красавица. Но при этом у нее еще такое неповторимое чувство юмора. В ней есть очень приятная непосредственность, такая неиспорченность. И она в хорошем смысле очень простая, очень такая земная женщина, но тем не менее действительно красавица. Как я знаю из слов самой Олеси, она увлекается парфюмерией, она с удовольствием покупает новый флакончик, она выбирает парфюмы под настроение, под какую-то ситуацию. У нее есть своя большая коллекция. Но одним из ее любимцев, одним из желанных для нее ароматов это Amouage Interlude. Аромат яркий, многогранный, с богатой пирамидой. И, как и все амуажи, он кому-то может показаться, наверное, чересчур. И здесь, возможно, та история, что он подойдет не всем, но, тем не менее, это прекрасный, это роскошнейший аромат. Лично я очень люблю игру нот в парфюмерии. И данный парфюм, он именно об этом. Он раскрывается на разных людях по-разному. Он на одном и том же человеке в разное время года также раскрывается по-разному. Также он по-разному звучит в начале и в конце. И вот эта игра нот, это его переливчатость, это то, что мне очень нравится в парфюме. Для меня, по моему восприятию, это такое восточно-специевое колдовское зелье. Он и сладкий, и чуточку терпкий, и при этом обволакивающий, при этом очень яркий, он нескромный, он обращающий на себя внимание. В его верхних нотах календула, имбирь, грейпфрут и бергамот. В средних же нотах грецкий орех, ладан, киви, бессмертник, мед, а также кофе, сандал, роза, цветок апельсина, жасмин. В базе же кожа, ут, бензоин, амбра, сандал, бобы тонка, дубовый мох, ваниль и мускус. Прекрасный яркий аромат, выбор прекрасной и яркой Олеси Иванченко. Ну а следующая звезда в моем сегодняшнем видео – это моя тезка и коллега Екатерины Варнавы по Comedy Club Надежда Сысоева. Надежда очень яркая, запоминающаяся блондинка. Ее образ, мне кажется, очень узнаваем. И при этом, что похвально, она практически не меняется со временем, не стареет, все так же молода, юна и свежа. Из интервью Надежды я знаю, что она пользуется ароматом, легендарнейшим ароматом Baccarat Rouge 540. Надежда сказала, что это очень модный запах таких модных столичных девушек. И это аромат, который всем нравится, и он привлекает к себе внимание. Что ж, отчасти я могу согласиться с Надеждой. Аромат действительно яркий, аромат действительно очень модный и нашумевший. Но я знаю, что Бакару либо любят, либо ненавидят.
Тем не менее, аромат действительно наделал много шума, он очень популярный, он трендовый, он задал, можно сказать, целое направление в своем жанре, и аромат действительно приковывает к себе внимание. Просто крышесносное, очень яркое сочетание шафрана, жасмина, сладких нот. И я, как и многие, улавливаю здесь такую йодную ноту. Она-то, как я знаю, некоторых и отпугивает, тем не менее аромат действительно заслуживает внимания, аромат прекрасен, с многомиллионной армией поклонниц. В верхних его нотах шафран и жасмин, в средних нотах гидеон, амбервуд и амбра, в базе же еловая смола, кедр, сахар, амброксан и дубовый мох. Но на этом у меня все. Спасибо, что вы были со мной и смотрели это видео. Спасибо за ваши лайки, ваши комментарии, а также за вашу подписку. Я все это очень-очень ценю и очень вам благодарна. Если у вас есть какие-то идеи, кого из звезд мы разберем в следующем выпуске, пожалуйста, напишите мне об этом комментарии. Ну а я, как всегда, желаю вам отличного дня и хорошего вечера. И не забывайте, что вы прекрасны и вы уникальны. Всем пока-пока!